you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим два топовых аудиофильских кабеля для внутриканальных наушников от компании Xins и, конечно же, подробно обсудим, как они влияют на звук. И оба этих кабеля приходят вот в таких вот фирменных коробках с логотипом компании здесь на лицевой части, а сзади здесь указан адрес производителя. И что особенно приятно, что помимо самих кабелей вы также получаете вот такие фирменные кейсы. И вот за это Xins отдельный плюс. Ну и давайте сразу начнем с более дорогого аудиофильского кабеля, который сейчас на AliExpress обойдется вам в примерно 13 тысяч рублей, и именуется он как Xins HS70, и этот кабель довольно-таки увесистый, совершенно не путается и выглядит, как по мне, в этой расцветке очень круто. К тому же этот кабель 8-жильный и имеет классическое перекрестное плетение, а еще получил очень качественную и красивую фурнитуру из углеродного волокна и нержавеющей стали, с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. И в качестве проводника этот кабель использует 5 элементов и 7N OCC. Ну и давайте не будем терять время и лучше обсудим то, как влияет на звук наушников этот кабель. И послушав кабель Xins H70 с разными топовыми наушниками, коих в моей коллекции сейчас действительно очень много, я пришел к тому, что этот кабель очень уверенно играет в лиге флагманов. И как и другие топовые кабели, что я тестировал, он не ломает изначальный характер наушников, а аккуратно, но очень заметно улучшает все, к чему прикасается, делая звук более чистым, прозрачным и взрослым. И с ним сразу ощущается, что бас становится глубже, рельефнее, и он не просто добавляет веса, а именно раскрывает текстуру низких частот, за счет чего удары становятся уже более собранными, плотными и хлесткими, а бас ощущается телеснее и уходит глубже, и появляется то самое ощущение контроля и силы одновременно, когда бас не давит, а очень так уверенно держит фундамент, добавляя музыки, энергии и драйва. Ну а средние частоты с этим кабелем звучат очень чисто и открыто, вокал становится выразительнее, ближе и объемнее, хорошо читается каждая интонация, дыхание, микродинамика, а инструменты получают четкие контуры и отличное разделение, но при этом середина всегда остается по-прежнему живой и естественной, без сухости, без стерильности. И здесь чувствуется реально очень такая богатая, выверенная и взрослая подача, где детализация идет не в ущерб музыкальности. Но высокие частоты с этим кабелем получают больше воздуха и ощущения пространства. Они становятся более протяженными, аккуратными и прозрачными, с красивыми послезвучиями и легким таким благородным сиянием, чего так порой не хватает на изначально темных наушниках. Но важно отметить, что по-прежнему нету никакой резкости там добавленной или металлического оттенка, а только чистота, ясность и ощущение максимально открытого верха, который делает звучание более легким и свободным по восприятию. Ну и отдельно стоит сказать про звуковую цену, и с этим кабелем она реально расширяется и в ширину, и в глубину, и в целом пространство становится куда более трехмерным. Все слои лучше отделяются друг от друга, а позиционирование инструментов ощущается максимально точным, и музыка за счет этого буквально распахивается вокруг вас. Появляется больше воздуха между звуками и возникает то самое чувство, когда ты не просто слушаешь трек, а сам сейчас будто находишься внутри него. И в итоге, друзья, я пришел к тому, что это именно тот кабель, который делает звук чище, прозрачнее, басовитее по ощущениям и заметно более масштабным. Он подчеркивает текстуру, улучшает контроль и расширяет сцену, и при этом сохраняет живую и эмоциональную подачу. И это тот самый случай, когда после него возвращаться на более простые кабели уже не очень-то и хочется. Ну а теперь давайте поговорим о следующем кабеле, который именуется как Xins 711 Red Queen, и он сейчас на AliExpress обойдется вам в 12 тысяч рублей. И этот кабель тоже 8-жильный, очень увесистый и с таким же перекрестным плетением, но уже в красно-серебристой и максимально привлекающей внимание расцветке, поскольку вместе с такой фурнитурой он, конечно же, выглядит очень дорого и был создан для самых топовых наушников. А также радует, что этот
этот кабель, как и предыдущий, совершенно не путается и очень приятен в использовании, несмотря на свой все же довольно ощутимый вес. И он также помимо качественной, но уже золотистой фурнитуры получил коннекторы 2-пин и балансный штекер на 4,4 мм джек. А вот в качестве проводника тут уже используется 7N OCC плюс палладиевое покрытие и графен, поэтому и влияние на звук этот кабель оказывает тоже не менее существенное. И с самых первых минут, когда я только подключил кабель Xeon 711 Red Queen к топовым наушникам Leticia Lencore, я сразу заметил, что характер звучания у них меняется заметно. Если H70 это больше про максимальную прозрачность, чистоту и превосходный масштаб, то Red Queen добавляет звук больше плотности, веса, энергии и эмоционального напора, при этом оставаясь очень техничным и взрослым по своей подаче. И это действительно уже другой почерк, но по-своему, как по мне, не менее впечатляющий. И с этим кабелем бас становится ощутимо плотнее и массивнее. Он не просто ощущается глубже или быстрее, а именно телеснее. Удары ощущаются очень уверенно, басовая партия получает больше веса и насыщенности, и появляется чувство упругого давления, которое отлично чувствуется и в электронных жанрах, и в живых записях. При этом контроль никуда не девается. Бас собранный, читаемый, с отличной текстурой и без намека на какую-либо размытость. А вот средние частоты с Red Queen звучат очень живо и энергично. Вокал выходит чуть вперед, становится более эмоциональным и вовлекающим, и появляется ощущение максимального драйва и присутствия. Да и инструменты подаются с более хорошей атакой. Их фактура с этим кабелем ощущается ярче, а динамика в середине чувствуется намного сильнее. И середина по восприятию получается не просто чистой, а словно такой более активной, подвижной, будто вся музыка, особенно тяжелая, начинает играть куда более смело и дерзко. Да и к тому же высокие частоты тоже на очень высоком уровне. Они детальные, техничные и хорошо протяженные, с отличным количеством воздуха, за счет чего тарелки, перкуссия, мелкие какие-то фоновые эффекты звучат разборчиво и очень аккуратно, по-прежнему без какой-то там резкости или утомительной агрессии. И такой верх прям очень явно добавляет пространству легкость и ясность, но при этом оставаясь по-прежнему абсолютно контролируемым, никогда не утомляя, как и в случае с кабелем HS70. Ну и звуковая сцена с этим кабелем выстраивается очень необычно. Пространство читается четко, все образы отделены друг от друга и каждый занимает свое место, а ширина и глубина ощущаются очень уверенно. Сцена никогда там не рассыпается, а наоборот становится такой более организованной и структурированной. И появляется то самое ощущение максимального порядка и ясности, когда все слышно раздельно, но при этом музыка остается по-прежнему предельно цельной. И в итоге Xeon 711 Red Queen это кабель с более эмоциональным характером и отличной энергетикой. Он делает бас заметно плотнее, середину живее, а звук в целом более динамичным и вовлекающим. И это действительно другой подход по сравнению с кабелем HS70, но очень крутой и запоминающийся, особенно если вам хочется получить от ваших наушников больше драйва и телесности. Ну вот, друзья, как-то так на сегодня у меня все. Надеюсь, что этот обзор был для вас полезным и помог вам лучше понять характер этих кабелей и то, как по-разному они могут влиять на звук ваших наушников. И как всегда, для вас все необходимые ссылки на покупку этих кабелей я оставлю в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был ICGenius, спасибо, что смотрите, поддерживаете и остаетесь со мной на связи. В общем, всем отличного звука, хорошего настроения и до встречи в новых обзорах.